Каждую минуту, пока вы листаете ленту смартфона, химические заводы планеты производят тонны невидимого, но смертельно опасного оружия. Кислоты, ртутные соединения, мышьяк и токсичные шламы – это неизбежная плата за наш комфорт, от глянцевой одежды до процессоров внутри ваших гаджетов. Но задумывались ли вы, куда девается этот колоссальный объем ядовитых веществ? Ведь обычные мусорные свалки для них закрыты, а реки и океаны давно находятся под строгим международным контролем. Неужели ученые создали технологию, способную бесследно растворять материю? Или от нас скрывают гигантские подземные хранилища, способные пережить крушение цивилизации? Правда окажется гораздо изощреннее любых конспирологических теорий. Мы заглянем в жерло искусственных плазменных вулканов, спустимся в километровые соляные дворцы под Европой и узнаем, как самые опасные яды превращаются в дорожное покрытие и обычную поваренную соль. Досмотрите это видео до конца, и вы увидите, как устроен скрытый горизонт нашей планеты, о котором не принято говорить вслух. Чтобы понять, куда исчезают миллионы тонн опасных веществ, нужно избавиться от главного заблуждения из кино. В фильмах токсичные отходы – это светящаяся зеленая жижа, которую злодеи тайно закапывают в ржавых бочках на пустырях. В реальном мире этот фокус больше не работает. Современная индустрия производит колоссальный спектр опасных соединений. От летучих газов и едких щелочей до тяжелых металлов и вязких шламов. Их утилизация упирается в фундаментальный закон химии – закон сохранения массы. Ничто во Вселенной не может исчезнуть бесследно. Если вы сожжете обычный лист бумаги, он превратится в углекислый газ и пар, которые легко усвоятся биосферой. Но если аналогичным образом попытаться избавиться от сложной синтетической органики, ртути или кадмия, вы получите экологическую катастрофу. Просто выбросить или закопать такие вещества в землю значит запустить часовой механизм замедленного действия. Рано или поздно любая металлическая емкость под воздействием коррозии превратится в труху. Опасные элементы вырвутся наружу, и начнется диффузное загрязнение. Обычные дождевые осадки начнут медленно, но верно вымывать токсичные соединения, увлекая их за собой в грунтовые воды. Из подземных источников эти яды попадут в ручьи, затем в крупные реки, а оттуда в почву сельскохозяйственных угодий. В итоге тяжелые металлы окажутся в траве, которую едят животные, в злаках на полях, и через эту пищевую цепочку неизбежно вернутся к человеку, оказавшись на наших обеденных столах. Природа — это замкнутая система, и любой яд, оставленный без контроля, совершает кругосветное путешествие и бьет по своему создателю. Именно поэтому во всем мире была введена строжайшая классификация опасности отходов, разделяющая их на классы, от чрезвычайно опасных до малоопасных. Для каждого из них ученым пришлось разрабатывать индивидуальные инженерные маршруты. Когда мы проезжаем мимо современного нефтехимического гиганта, мы видим лишь аккуратные корпуса и чистые трубы, из которых идет безвредный белый пар. Но под этой видимостью скрывается колоссальная инфраструктура. Задача инженеров заключается не в том, чтобы заставить материю раствориться в воздухе, а в том, чтобы навсегда изолировать ее от круговорота воды и жизни на Земле. И первый способ, который они для этого используют, связан с укращением энергии, температура которой сопоставима с процессами внутри далеких звезд. Первый и самый радикальный способ заставить опасные вещества исчезнуть – это термическая деструкция. Но не стоит путать этот метод с обычным сжиганием мусора на загородных свалках. Если бросить сложный пластик, медицинские препараты или устаревшие пестициды в обычный костер, выделится колоссальное количество диоксинов и фуранов, одних из самых коварных газов, созданных человеком. Они способны отравлять воздух на километры вокруг. Чтобы этого не произошло, химическая индустрия отправляет свои самые стойкие органические отходы в специализированные высокотемпературные инсинераторы и установки плазменной газификации. Температура внутри этих технологических монстров поддерживается на стабильном уровне от 1200 до невероятных 5000 градусов Цельсия. Это настоящий контролируемый шторм, жар которого сопоставим с температурой на поверхности Солнца. Что же происходит с токсичной материей внутри такого реактора? При столь экстремальном нагреве законы классической химии уступают место физике плазмы.
Любое сложное опасное соединение, попадая в эту зону, мгновенно распадается на элементарные составляющие. Молекулярные связи, скрепляющие ядовитые вещества, буквально разрываются в клочья. На выходе из реактора получается так называемый синтез-газ – чистая смесь водорода и угарного газа. Заводы не выбрасывают его в атмосферу, а используют как ценное топливо. Очищенный газ сгорает в турбинах, вырабатывая электричество и тепло для нужд самого предприятия. Таким образом, опасный мусор превращается в автономный источник энергии, позволяя заводу экономить колоссальные ресурсы и снижать нагрузку на городские электрические сети. Но газы – это лишь одна половина результата. Все несгораемые минеральные компоненты, тяжелые металлы и кремний, содержавшиеся в отходах, плавятся и превращаются в однородную жидкую массу. При резком охлаждении эта масса застывает, образуя абсолютно инертный, экологически безопасный стекловидный шлак. Этот материал визуально напоминает обсидиан или черное вулканическое стекло. Он настолько стабилен на атомном уровне, что не вступает в реакцию с водой, кислотами или щелочами, а содержащиеся внутри него элементы запечатаны намертво. Проведя строгие лабораторные тесты, инженеры отправляют этот шлак на переработку. Его измельчают и используют в качестве прочного щебня для строительства скоростных автомагистралей или производства сверхпрочного бетона. То, что еще утром было смертельным химическим отходом, к вечеру становится надежным основанием для новой дороги, по которой поедут тысячи автомобилей. Но как поступить, если опасные отходы представляют собой не сухую органику, а миллионы литров концентрированных жидких кислот и щелочей? Такие растворы образуются непрерывно, например, при травлении металлов в тяжелой промышленности или при производстве кремниевых плат для компьютеров. Сжигать жидкости в плазменных печах технологически неэффективно и слишком дорого. В этом случае инженеры используют классическую химию, возведенную в абсолют промышленного масштаба. Этот метод называется реакцией нейтрализации, и в его основе лежит простой принцип. Жидкий химический клин вышибают другим клином. Если на одном участке завода скопился гигантский объем йодкой соляной кислоты, способный мгновенно прожечь металл, ее направляют в специальные реакторы-нейтрализаторы. Туда же подают строго рассчитанное количество сильной щелочи, например, гидроксида натрия. Внутри резервуара происходит бурная реакция с выделением тепла. Смертельно опасные для всего живого ионы водорода и гидроксид-ионы соединяются, образуя абсолютно безопасную воду, а оставшиеся элементы связываются в молекулы поваренной соли. Конечно, в условиях реального химзавода промышленный раствор содержит массу сопутствующих примесей, поэтому процесс разделен на множество автоматизированных этапов. Специальные датчики контролируют уровень pH жидкости каждую секунду. В потоке непрерывно вводятся коагулянты и флокулянты, особые вещества, которые заставляют ионы тяжелых металлов, таких как медь, никель или хром, собираться в крупные хлопья. Затем этот раствор отправляют на мощные рамные пресс-фильтры. В результате фильтрации жидкость разделяется на две фракции. Первая — это плотный, практически сухой осадок, который технологи называют кеком. Он занимает в сотни раз меньше объема, чем исходная ядовитая жидкость, и его в безопасном твердом виде отправляют на специализированные изолированные полигоны. Вторая фракция — техническая вода, очищенная до идеального состояния с помощью систем обратного осмоса. Эта вода не сливается в городскую канализацию, а под давлением возвращается обратно в цеха для повторного использования. Благодаря этому современные химические гиганты работают по принципу замкнутого контура, минимизируя потребление природных водных ресурсов. Однако в химической и добывающей индустрии существуют такие типы жидких отходов, которые невозможно эффективно сжечь или полностью нейтрализовать реагентами. К ним относятся концентрированные технологические рассолы, содержащие стабильные токсичные соединения и жидкие остатки сложных производств. Для таких веществ инженеры и геологи разработали иное решение, которое звучит как сюжет научно-фантастического романа. Это метод глубокой инжекции или закачки в изолированные подземные пласты. Это одна из самых охраняемых и технологически выверенных тайн современной промышленной географии. Суть метода заключается в поиске уникальных геологических структур на глубине от 1,5 до 3 километров. Это колоссальное расстояние, которое находится в разы глубже любых водоносных горизонтов
откуда человечество берет питьевую воду для городов или воду для нужд сельского хозяйства. На этой огромной глубине залегают пористые пласты-коллекторы, состоящие преимущественно из древних песчаников или известняков. Эти пласты природой намертво запечатаны сверху и снизу мощнейшими монолитными слоями водонепроницаемой глины, сланцев или гранита, толщина которых может достигать сотен метров. Перед началом эксплуатации такого подземного резервуара ученые проводят многолетние исследования. С помощью сейсморазведки и компьютерного моделирования они доказывают, что выбранный пласт абсолютно герметичен и не имеет тектонических разломов. Жидкие токсичные отходы проходят предварительную фильтрацию на поверхности, чтобы удалить крупные взвешенные частицы, а затем, под огромным давлением, закачиваются через специальные многослойные скважины глубоко под землю. Конструкция такой скважины включает в себя несколько концентрических стальных труб, пространство между которыми зацементировано особым сверхпрочным составом, устойчивым к агрессивным средам. Это полностью исключает риск утечки в верхние слои почвы. Оказываясь внутри пористого каменного пласта, токсичные растворы занимают микроскопические пустоты в породе, вытесняя древнюю соленую воду. В этих подземных кладовых время словно замерло. Естественная скорость движения пластовых вод на такой глубине составляет всего несколько миллиметров в столетие. Вещества оказываются в ловушке на миллионы лет, полностью изолированные от биосферы Земли и любых климатических изменений на ее поверхности. Планета сама предоставила человеку идеальный сейф, способный надежно хранить опасные секреты индустрии. Если метод глубокой инжекции подходит для жидких растворов, то для твердых и порошкообразных высокотоксичных отходов география Европы приготовила еще более монументальный пример. Перенесемся в центральную часть Германии, в федеральную землю Гессен. Здесь, на глубине 800 метров под землей, раскинулся объект Херфа-Нейроде. Это старейшее и крупнейшее в мире подземное хранилище опасных отходов, представляющее собой бывшую шахту по добыче калийной соли. Ее внутренние масштабы поражают воображение. Общая площадь подземных выработок сопоставима с размерами огромного мегаполиса. Почему выбор инженеров пал именно на каменную соль или галлит? Ответ кроется в уникальных физико-географических и геологических свойствах этого минерала. Во-первых, соляные пласты абсолютно сухие. За миллионы лет внутри них не осталось ни единой капли ювенильной или грунтовой воды. Отсутствие влаги – это главный залог безопасности, ведь без нее невозможны процессы коррозии, вымывания или неконтролируемых химических реакций. Во-вторых, под колоссальным давлением вышележащих пород каменная соль ведет себя не как хрупкий камень, а как вязкая пластичная жидкость. Она обладает уникальным свойством самозатягивания. Любые микротрещины, деформации или пустоты в стенах шахты со временем медленно текут и герметично запечатываются под собственным весом. Сюда, вглубь немецкой земли, со всей Европы непрерывно свозят самые опасные сухие отходы, которые невозможно переработать на поверхности. Летучую золу от сжигания сложного мусора, остатки промышленной ртути, фильтрационные осадки и соединения мышьяка. Процесс их изоляции доведен до автоматизма. Наземный транспорт доставляет отходы, предварительно упакованные в герметичные толстостенные стальные бочки или специализированные контейнеры. Многотонные лифты опускают этот груз вглубь земли, где подземные погрузчики аккуратно штабелируют бочки в колоссальных белоснежных соляных залах. Как только очередная подземная комната заполняется доверху, ее вход наглухо засыпают соляной крошкой и бетонируют. В этих стерильных, абсолютно сухих условиях отходы могут находиться миллиарды лет, будучи гарантированно отрезанными от человечества и всей живой природы. Человечество не всегда полагается исключительно на грубую силу огня, химических реагентов или колоссальные глубины земной коры. Иногда для того, чтобы заставить опасные вещества исчезнуть, инженеры призывают на помощь самых крошечных, но невероятно эффективных обитателей нашей планеты. Этот высокотехнологичный метод утилизации называется биоремедиацией. На специализированных биотехнологических площадках и очистных сооружениях крупных химических и нефтеперерабатывающих заводов сегодня трудятся целые армии бактерий, принадлежащих к родам Pseudomonas, Rhodococcus или Artrobacter. Эти уникальные микроорганизмы обладают набором особых ферментов,
которые позволяют им в процессе жизнедеятельности атаковать сложные молекулы токсичных соединений. Например, при ликвидации последствий разливов нефтепродуктов или утилизации фенольных стоков бактерии буквально расщепляют длинные и устойчивые углеводородные цепи. Для них это источник углерода и энергии. В результате их жизнедеятельности сложные ядовитые соединения распадаются на абсолютно безвредную воду, углекислый газ и биологическую массу, которая затем легко удаляется. Современная наука пошла еще дальше, подключив к процессу методы генной инженерии и молекулярной биологии. Сегодня в лабораториях выводятся штаммы супербактерий, способные решать узкоспециализированные задачи, которые раньше казались невыполнимыми. Ученые создают микроорганизмы, которые могут извлекать и концентрировать внутри своих клеток ионы тяжелых металлов, таких как кадмий, свинец и даже ртуть, из разбавленных промышленных растворов. Бактерии связывают эти элементы, переводя их в стабильную, нерастворимую форму. После завершения цикла очистки биомассу собирают, высушивают и отправляют на дальнейшую переработку для извлечения ценных металлов. Живая природа сама дает инженерам идеальные инструменты, превращая токсичные отходы в естественные элементы планетарного круговорота веществ. В первой четверти 21 века глобальная стратегия ведущих промышленных концернов претерпела фундаментальные изменения. Исторический подход, когда заводы думали лишь о том, как надежнее спрятать или уничтожить опасные побочные продукты, уступил место принципиально новой концепции – экономики замкнутого цикла – Circular Economy. Ведущие инженеры и технологи планеты осознали, что в тоннах токсичных отходов скрыты колоссальные материальные ресурсы и миллиарды долларов. То, что на протяжении десятилетий считалось опасным балластом и экологической угрозой, сегодня официально классифицируется как ценное техногенное сырье. Ярким примером такого подхода служит мировая индустрия по производству фосфорных удобрений, которые необходимы для поддержания мирового сельского хозяйства. В процессе их синтеза ежегодно образуются сотни миллионов тонн побочного продукта – фосфогипса. Раньше его просто складировали в гигантские белые отвалы, занимавшие огромные площади плодородных земель. Сегодня на передовых предприятиях запущены технологические линии, которые очищают этот материал от примесей фосфора и фтора, превращая его в высококачественный строительный гипс, прочный гипсокартон и ценный компонент для производства цемента. Таким образом, тяжелая индустрия полностью закрывает внутреннюю потребность строительного сектора в сырье. Аналогичная революция происходит и в металлургии, а также в сфере высоких технологий. При производстве микросхем, печатных плат и современных литий-ионных аккумуляторов образуются колоссальные объемы отработанных травильных растворов и электролитов, перенасыщенных ионами различных металлов. Вместо сложной и дорогостоящей нейтрализации эти растворы теперь направляют на специализированные гидрометаллургические заводы. Используя методы селективной экстракции и электролиза, специалисты извлекают из жидких отходов чистейшую медь, никель, кобальт и редкоземельные элементы. Эти металлы критически необходимы для создания электромобилей и электроники нового поколения. В современном мире понятия «токсичные отходы» постепенно исчезают. Им на смену приходит сырье, для эффективной переработки которого человечество просто еще не создало нужную технологию. Возникает вполне резонный вопрос. Если в мире существуют столь совершенные технологии утилизации, почему мы все еще иногда сталкиваемся с новостями о нелегальных свалках химикатов? Ответ кроется в банальной экономике. Высокотехнологичная переработка, плазменная деструкция или глубокое захоронение стоят огромных денег. Всегда находятся недобросовестные предприниматели, желающие сэкономить. Однако современные цифровые технологии делают подобные махинации практически невозможными. Сегодня в индустрии обращения с опасными отходами развернута беспрецедентная система тотального цифрового контроля, которая исключает человеческий фактор. Процесс мониторинга начинается непосредственно в цеху химического гиганта, в тот самый момент, когда токсичное вещество только отделяется от основной производственной линии. Каждая бочка, контейнер или цистерна с опасным грузом немедленно снабжается индивидуальным цифровым паспортом. На емкость наносится уникальная RFID-метка
или защищенный QR-код. В эту цифровую систему заносятся точные данные, точный химический состав, класс опасности, вес брутто и нетто, а также данные ответственного инженера. С этого мгновения вещество получает свой несмываемый цифровой след, который будет сопровождать его до финальной точки утилизации. Весь дальнейший путь, от погрузки на заводе до разгрузки в подземной шахте или на перерабатывающем комбинате, отслеживается в режиме реального времени. Спецтранспорт оборудован датчиками спутниковых навигационных систем ГЛОНАСС и GPS. Диспетчерские центры экологического контроля видят на электронных картах перемещение каждой машины. Любое непредвиденное отклонение от маршрута, незапланированная остановка в лесной зоне или изменение веса цистерны даже на несколько килограммов мгновенно активирует сигнал тревоги на пультах экологической полиции. Более того, в ряде стран данные о логистике токсичных грузов начали интегрировать в блокчейн-платформы. Распределенный реестр устроен так, что информацию в нем невозможно удалить, скорректировать задним числом или подделать по договоренности с проверяющим инспектором. Если завод отгрузил 10 тонн ртутного шлама, система будет требовать подтверждения о приемке ровно 10 тонн от утилизирующего предприятия. Прозрачность и цифровизация стали главным и самым эффективным оружием человечества в борьбе за экологическую чистоту нашей планеты. Мир современной химической индустрии устроен гораздо сложнее, глубже и удивительнее, чем кажется на первый взгляд. За привычными вещами, которые окружают нас каждый день, от ярких экранов смартфонов до лекарств в домашней аптечке, стоит невидимая, титаническая и высокотехнологичная работа тысяч инженеров, экологов, геологов и ученых. Они каждый день укрощают ярость плазменного огня, заставляют законы химии работать на благо природы, приручают невидимые бактерии и используют саму планету как надежный, монументальный щит. Все это делается ради одной цели — чтобы человечество могло продолжать свой путь прогресса и комфорта, не превращая собственный дом в безжизненную пустоту. Исчезновение токсичных отходов — это не магия, не заговор и не конспирология. Это настоящий триумф человеческой мысли, науки и цифрового контроля, который с каждым годом становится все совершеннее, заставляя скрытый горизонт опасных производств служить безопасности планеты. Если вам было интересно заглянуть за кулисы привычной реальности и узнать, как устроен наш мир на самом деле, ставьте лайк и подписывайтесь на канал «Скрытый горизонт». Обязательно напишите в комментариях, о каких невидимых процессах или инженерных тайнах Земли вы хотели бы узнать в следующих выпусках. Мы ценим ваше мнение и читаем каждый отзыв. До встречи в новых видео «За границей привычного».